Дорогие друзья, если вы посмотрели сегодня утром мою авторскую программу на телеканале РЕН-ТВ, то я и вся моя съемочная группа и телеканал РЕН-ТВ очень благодарны вам, потому что рейтинг программы формируется из ваших просмотров. И пока у нашей программы не будет достаточно высокие цифры по рейтингам, ее не переставят в более удобное для вас время. А еще я хотел бы обратиться к тем, кто смотрит мой YouTube-канал из России. К сожалению, сейчас от ваших просмотров мы не зарабатываем, как было прежде. Но есть один способ. Если вы переключите VPN, включите, точнее, VPN, и установите такие страны, как Швеция, Норвегия, Австралия, Америка, Великобритания, то мы будем получать наш доход как прежде. Я беспокоюсь не только о моих личных доходах. У меня работает в команде от 7 до 10 человек над каждым роликом. И у всех из них есть семьи. И я считаю, что было бы справедливо, если бы они получали справедливую оплату за свой отличный труд. Но даже в тех отличных роликах, которые выходят на РЕН-ТВ, я не успеваю сказать что-то очень важное. И я хочу воспользоваться возможностью Ютуба, здесь у меня времени есть столько, сколько угодно, чтобы пояснить вам некоторые моменты из того кулинарного ролика, который вы сейчас увидите. Я снова возвращаюсь к теме изделий из фарша, изделий из рубленого мяса. Сколько изделий из рубленого мяса знаете вы? Ну, котлеты знаете, да? Люля-кебаб все помнят, 6 лет помнят. А тефтели, фрикадельки, всевозможные изделия с начинкой. Одним словом, кулинария предлагает самые разные изделия из рубленого мяса. И ведь они и по форме, и по консистенции, и по размерам, и по вкусу все разные. Но знаете, у кого они разные? У тех людей, у тех поваров, которые умеют работать с фаршем, с рубленым мясом. Что такое вообще рубленое мясо? По представлению некоторых общепитовских поваров, ну здесь в Ютубе тоже таких хватает, в фарш можно положить все, что угодно. Мол, мясорубка же пережует, и тебе в ротик положат уже пережеванное. И ты не заметишь ничего, что там будет, там какие-то жилки, какие-то обрезки, мясо из разных частей туши. И мягкое, и жесткое, и то, которое готовится за 2 минуты, и то, которое надо готовить 2 часа. Более того, вот эти, так сказать, плохие повара склонны добавлять к фаршу для веса, для удешевления изделия все, что угодно. На самом деле, фарш, рубленое мясо, это нечто другое. Это не способ приготовить дешево и много. Это способ приготовить еще лучше. Это способ создать продукт, которого не существует в природе. Понимаете, ну что такое мясо? Вот у животных жир распределен неравномерно. В одних частях туши много жира, в других частях туши жира практически нет. В одних частях туши мясо довольно жесткое, его надо готовить, долго варить там, или тушить, и тогда оно станет роскошным, очень вкусным, очень ароматным. А другое мясо можно приготовить за буквально несколько минут. Так вот, я советую подход, как у хороших поваров, как у поваров, которые являются лидерами в своей области. Во-первых, надо разобраться, это изделие будет готовиться быстро или долго. Если быстро, тогда в это изделие должно пойти мясо, которое может приготовиться за несколько минут. И в это изделие никаких жилок, никаких пленок, ничего того, что в сыром виде имеет резиноподобную структуру. Потому что за 2-3 минуты вот эти ткани, как пленки, жилки, они такими и останутся. Говорят, там, мол, перерубишь, там же вот оно измельчится и проглотишь. Ничего, не подавишься. Да, не подавишься. Но представьте себе, что
взяли вот резину, да, и мелко нарезали. Ну, шину от колеса мелко-мелко нарезали, потом каким-то образом слепили вместе и приготовили. Это вот на, жуй. Понимаете, но эти мелкие кусочки резины, они все равно остаются резиновыми. Это все застревает между зубов. У хорошего повара клиенты не должны просить зубочистку. Хороший повар отделит то мясо, которое готовится долго, добавит туда вот эти самые жилки, пленки, изрубит их очень мелко и будет готовить такой фарш очень долго. Он получится очень ароматным. А еще и равномерное распределение жира. Если мы уже говорили, в мясе жир распределен обычно неравномерно, вот здесь слой жира, здесь слой мяса, довольно постного, то фарш позволяет равномерно распределить жир внутри кусков мяса. То есть мы как бы создаем то, что называют мраморным мясом. Понимаете, вот он говорит, вот там мраморное мясо, там оно дорогое. Вот, порубили мясо, переслоили его, перемешали его с жиром, и тот же самый эффект. Помимо этого, есть еще возможность равномерно в мясе, равномерно в этом рубленном изделии распределить очень важные ингредиенты. Соль и перец. Я видел чудаков, которые говорят, я вот сейчас стейк пожарю, а потом его посолю. Крупинки соли отдельно, мясо отдельно. Это невкусно. Клянусь, это невкусно. Человечество привыкло к тому, что мясо должно быть соленым. Кусочек мяса попадает на язык, и рот заполняется слюной. Срабатывает инстинкт. Все, организм начал получать питание. Слюна – важная часть пищеварительного процесса. Важная составляющая часть. Фарш можно порубить по-разному. Можно порубить его топориками, и это будет один фарш. Он одновременно и рубленый, и одновременно перемешанный. Я знаю, что сейчас придут сюда люди, которые мне начнут напоминать топорики, блендеры и так далее. Да, 6 лет напоминают выволочку, которую я устроил блогеру под названием «Обломов». Давайте сразу вам отвечу. Ребят, если бы вы учились хотя бы в ПТУ, профессионально-техническом училище, и попытались там откручивать винт, вот, у которого есть плоский шприц, ровный, крестообразной отверткой, мастер подошел бы вам и дал по шее. А если бы вы попытались этот же самый винт, скажем, с крестообразным шприцом, откручивать острием ножа, мастер бы вас просто побил. Понимаете, вот в наши времена были такие нравы в профтехучилище. Но в конце концов выходили неплохие рабочие. Так вот, для каждого вида деятельности в кулинарии существует свой инструмент. Есть похожее на блендер устройство, которое называется куттер. Куттер имеет чашу, в ней внизу ножи. Ножи гораздо мощнее, вращающиеся на гораздо более высокой скорости. И вот в нем можно сделать фарш. В нем можно сделать фарш, знаете какой? Колбасный. Абсолютно плотный. Без спор. Обычно в такие фарши, для того, чтобы сок из этого фарша не выделялся наружу, добавляют что-то, какие-то продукты, которые готовы впитать в себя выделяющийся сок. Например, крахмал. Крахмал отлично загуститель, зерна крахмала готовы присоединить к себе воды довольно много, то есть соков, которые будут выделяться из мяса. Так и делают эти самые сосиски, вареные колбасы, туда добавляют то, что способно удержать влагу внутри. Иначе бы из сосиски текла вода. Фарш можно приготовить и на мясорубке. Хороший фарш. Надо понимать только, для чего вы готовите фарш, какую решетку использовать. И уж если говорить о профессиональной кухне, то существуют разные типы мясорубок. Большинство бытовых мясорубок – это решетка, к ней прижимается нож, достаточно острый нож, мясо проталкивается при помощи шнека, и нож проворачивает, отрезает понемножку по мелким кусочкам мяса. Пока мясо проталкивается через мясорубку вот этим шнеком, когда оно упирается к этой решетке, если там еще намотались жилки до пленки на нож, мясо просто-напросто давится, из него выделяется весь сок, выходят мясные волокна отдельно,
мясной сок течет, капает с мясорубки. Отдельно, а все хорошо, мы сейчас смешаем. Нехорошо, уже плохо. Фарш может быть плотным, однородным. Фарш может быть и рыхлым. Для чего? А для того, чтобы не добавлять в него никаких крахмалов, никакого картофеля, никакого, скажем, хлеба для уплотнения вот этой вот консистенции. Если внутри фарша остаются какие-то полости небольшие, те, кто смотрели мой рецепт про котлеты и пюре, помнят, что в котлетах я устраиваю полость. Внутри котлеты оставляю пустое место для того, чтобы там собрался сок. Да? Туда можно положить кусочек сливочного масла, туда можно положить кубики замороженного бульона. Либо как кубики холодца можно положить. Они растают, и котлета наполнится ароматным вкусным соком. Но чтобы вот это сегодня делать, можно создать довольно много пор внутри котлеты, а точнее говоря, внутри бифштекса, рецепт которого я сейчас и предлагаю вам посмотреть. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Салих Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Ответственно вам заявляю, мало что есть полезнее и здоровее хорошего бифштекса. Вот это, друзья, отличная говядина. Но я боюсь порадовать поборников так называемого здорового питания. Мол, говядина наконец-то постная. Ничего подобного. Не на того напали. Я Салих Ханкишиев. И я хорошо знаю, что настолько постное мясо вкусным быть не может. Вот это отличный говяжий жир. Как раз от этой туши вместе с жиром говядина сработает намного лучше, получится намного вкуснее. Понимаете, какое недоразумение? Мякоть у говядины растет отдельно, а жир отдельно. А нам необходимо равномерно распределить жир посреди кусочков мяса. Ну и нарубить мясо таким образом, чтобы весь сок остался внутри будущего бифштекса. С этой задачей не справится ни один механизм лучше, чем 2 топорика. Хорошая, правильная пропорция между мясом и жиром – это 1 к 2. То есть жирность будущего бифштекса получится в районе 33%. Но часть жира, как всегда, выплавится, останется на сковородке, так что бифштекс получится не жирнее обычной диетической сосиски. Скажите, пожалуйста, по нарубке мяса у вас есть вопросы? Я знаю, что есть. Неужели нельзя сделать все то же самое при помощи обычной мясорубки? Можно, но в этом деле, как всегда, есть определенные секреты. И мясо, порезанное кубиками, и металлические части мясорубки должны немного полежать в морозильнике, так чтобы мясо не совсем замерзло, чтобы оно оставалось слегка мягким, но еще хрустело. И здесь тоже соотношение между жиром и мясом 1 к 2. Прежде чем отправлять мясо в мясорубку, его необходимо и посолить, и поперчить. Дело в том, что после мясорубки мы мясо руками трогать не будем. Мы не будем его вымешивать. У нас сразу получится готовый фарш для хороших бифштексов. Соль, перец. Хорошему мясу больше ничего не надо. Разве что правильная температурная обработка, но об этом мы непременно поговорим попозже. Не переключайтесь, вы смотрите самую вкусную, по-настоящему, без дураков, вкусную кулинарную программу. Так зачем же это я замораживал мясорубку? Зачем я подмораживал мясо? Дело в том, что, проходя через мясорубку, мясо обычно нагревается. И нагретое мясо обильно выпускает сок. Напротив, когда мясо холодное, подмороженное, впрочем, что это я вам все рассказываю? Это же телевидение, а не радио. Сейчас вы сами все увидите. Сейчас мне важнее показать вам кольца. Это, вообще-то говоря, кондитерские кольца, но я использую их для формирования моих бифштексов. Закладываем мясо и жир в мясорубку. Мясо внутри кольца улеглось довольно рыхло.
Я немного прижму его ложкой. Слышите меня? Немного. Чтобы внутри бифштекса оставались полости. Ведь нагреваясь, мясо неизбежно будет выделять сок. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы мясной сок остался внутри бифштекса, а не вытек на сковородку. Полтора килограмма – это 6 отличных, превосходных бифштексов по 250 граммов каждый. Но каждый бифштекс должен быть смазан маслом со всех сторон. Потому что на сковородку масло мы лить не будем. Сковородку осталось только нагреть, и все. Начинай жарить самый вкусный в мире бифштекс. Сковородка достаточно горяча, и хоть я и сказал, что не надо лить на нее масло, но сердцу не прикажешь. Чуть-чуть, только смазать ее. Мало ли чего, покрытие, мокрытие. Нет, масло самое надежное. Масло никогда не подведет. Маслом бифштекс не испортишь. Видите, бифштексы у нас какие? В 2 пальца депутата Николая Валуева бифштексы. Разве мы прожарим их когда-нибудь на сковородке? Нет, до готовности мы их никогда не прожарим. Но их необходимо перевернуть в правильный момент. Знаете когда? Когда снизу образовалась уверенная, румяная, даже слегка хрустящая корочка. Как же мы узнаем, образовалась она или нет? Неужто то и дело поворачивать? Неужто то и дело приподнимать и смотреть? Нет, ни в коем случае. Дожидаемся приятного запаха хорошо пожаренного мяса и тогда переворачиваем бифштекс. Вторую сторону жарим чуть меньше, чем первую. Я вам потом объясню почему. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Бифштексы переезжают на противень для запекания. Вот эта парочка вышла настоящими красавцами. Ох, хоть на рекламу снимай, хоть для фильмов о красивой жизни снимай. А, собственно говоря, чем мы не заслужили эту самую красивую жизнь? Неужели мы не заработали себе всего лишь навсего на 250 граммов хорошего мяса? Послушайте меня, мужчины. Каждый мужчина в своей семье президент, премьер-министр и еще министр финансов. Он сам должен подумать о том, как сделать так, чтобы его семья хотя бы раз в неделю, но ела хорошие стейки, хорошие бифштексы или наш любимый, такой вкусный, такой ароматный, настоящий шашлык. Весна скоро. Весна не за горами. Вы все поняли? Вы догадались, да? Раз мы выкладываем бифштексы на противень, значит, второй этап приготовления пройдет в духовке. Ровно в этой же самой духовочке мы приготовим гарнир к бифштексам. Самый лучший, самый подходящий. Картошка. Картошечку отварили до полуготовности, посолили, маслом смазали растительным. Розмарин, чесночок для приятного аромата и в духовку до тех пор, пока не зарумянится. А на нижний этаж духовки бифштексы. Ну, где-то что-то иногда трескается. Но мы не добавляли сюда ни яичного белка, никакого телекрахмала, ни муки, ничего загущающего. Даже лука не добавили. Здесь только мясо и говяжий жир. И ничего больше, потому что именно из этих продуктов должен состоять правильный бифштекс. Все бифштексы пережарил. Посмотрите, сколько жира вытопилось. Ого-го! Вот на этом бы жире да картошечку поджарить было бы супер. И вообще говоря, помимо картошки, что еще может подойти в качестве гарнира хорошему бифштексу? Я вам скажу, хотя бы по половинке помидора на каждый бифштекс для кисленького, освежающего вкуса. Вот на этом жире и обжарим. Помидоры я жарю по единственной причине. Горячие продукты издают свой аромат гораздо сильнее.
я собираюсь приготовить классический гарнир бифштексом, который подразумевает, что поверх бифштекса должно лежать яйцо пашот. Здесь все очень просто. Капелька масла в пиалу, которая покрыта пищевой пленкой, а затем щепотка соли. И в эту самую щепоть соли выбиваем одно яйцо. Еще немного соли сверху, заворачиваем в сверточек и опускаем в горячую воду. Ни один гурман, ни один знаток, ни один тебе шеф-повар не определит, каким образом это яйцо пашот было приготовлено. Классическим или вот таким, хитроумным. Знаете, кажется, все готово. Можно доставать из духовки. Ха! Вы только полюбуйтесь этой картошкой. Разве бывает вкуснее? Точно вам скажу, не бывает. Отлично приготовленная картошка. О, вы только полюбуйтесь этими бифштексами. Разве бывают еще вкуснее? Я вам точно скажу, не бывают. Отличные бифштексы. Теперь осталось все более-менее как-то правильно, то есть красиво и аппетитно подать на тарелку. Начинаем с гарнира. Картошечка. Теперь бифштекс. Вокруг бифштекса небольшие вилочки капусты бок-чой. Я их очень люблю. Вообще люблю, чтобы на тарелке было что-нибудь зелененькое. А еще, разумеется, чтобы на тарелке было что-нибудь красненькое. Ну и как же обойтись без желтенького, если мы с вами приготовили практически светофор? Вот оно яичко пашот. Ровно такое, как надо. Чуть тверже, чем яйцо всмятку. Только внутри, в самой середине, должен оставаться ярко-желтый желток. И, разумеется, немного черного перца для аромата, для аппетита. Вот он, отличный, превосходный бифштекс. Рестораны, смотрите, учитесь у нас, у домашних кулинаров, как надо готовить. Ну а вам, дорогие друзья, мне, как всегда, остается пожелать хорошего настроения, больших кулинарных успехов и, конечно же, приятного аппетита! Большое спасибо за просмотр, особенно тем зрителям, которые не проматывали ролик, а посмотрели его полностью, целиком. Очень часто мне задают вопросы, о которых было рассказано в ролике. Ну что же ты проматывал, а потом тратишь и свое, и мое время на вот этот вот вопрос. Ведь было рассказано. А кроме того, для нас, для съемочной группы, важно, чтобы вы смотрели полностью, так ролик приобретает большую популярность. Особенно если вы посмотрели полностью, а потом нажали лайк. Ну что поделать, вот детская игрушка какая-то, а она вот влияет на продвижение ролика. Написали комментарии, добрый, позитивный комментарий. И это все помогает распространению ролика. Также, если вы поделитесь этим роликом в плейлистах, которые вот вы можете у себя на канале собрать какие-то плейлисты из понравившихся вам роликов. Это помогает продвижению ролика. Если вы поделитесь этим роликом в социальных сетях, в Одноклассники, ВКонтакте, принесите, поставьте себе на страничку, пусть ваши друзья тоже посмотрят этот ролик. Если он вам понравился, то и им понравится. Ну, а сейчас я хотел бы рассказать вам о моей главной работе, о моих книгах. Дорогие друзья, первоначально известность, так сказать, в Москве и ее окрестностях я получил не благодаря своим телепередачам, не благодаря снятым мною видео. Нет. Первоначально известность ко мне пришла, потому что я начал писать книги по кулинарии. Одна из самых
любимых, одна из самых дорогих мне книг. Книга, которая называется «Счастье кулинара». Кто кулинар? Я и вы. Чье счастье? Мое и ваше. Я в этой книге рассказываю немного о себе, об истории нашей семьи. Я рассказываю, откуда я такой, вообще говоря, взялся. Первая глава называется «Детство». Эта фотография – это мои папа и мама. И о том, что готовили в тот день, когда я родился. О том, что я любил, когда был маленький. Например, любил вареники с вишней. А вы любите? Я расскажу вам некоторые секреты о варениках с вишней, которых вы не знали. Расскажу секреты о таком простом блюде, как галушки. Любите галушки? Я с детства очень люблю галушки. Наверное, мне привили их моя прабабушка. Вот она. Прадедушка, к сожалению, погиб задолго до моего рождения. А вот это моя бабушка, это ее сестры, ее младшие братья. Никого не осталось с этой фотографией. Осталась только память о них благодаря тем блюдам, которые я полюбил с детства и готовлю. Память об этих блюдах я излагаю в этой книге. Вот, например, беляши. Очень люблю беляши и снимал их и на видео, снимал фотографии вот для книги. Вот здесь есть QR-код. Наводите свой смартфон либо планшет и попадаете в видеоролик. То есть и здесь-то все очень подробно написано, на каждый абзац по фотографии. Как делать то, как делать это. Но еще и QR-код, который рассказывает обо всем более чем подробно. Видео. Вы видите все своими глазами. Большинство рецептов имеют QR-коды, приводящие на видео. Еда, которую я люблю с самого детства, еще раз. Например, как это назвать? Щи либо борщ с щавелем, зеленый, летний. Мама готовила его ранее весной, распахивала окна на веранде. Я ел тарелку, потом еще одну, потом еще и просил добавку. Чак-чак. Потому что чак-чак и я, и моя семья любят. Куриная лапша, котлеты. Вот блюда моей молодости, которые мы начали готовить уже с моей супругой. Да? Мы же кормили своих детей, угощали друзей. Колбасы, какие-то салаты, маринованные, фаршированные баклажаны, капуста квашеная, потому что мы не обходимся без заготовок. Мы каждый год консервируем огурцы. Делаем малосольные, делаем консервированные. Мы каждый год консервируем помидоры. Вот о том, как сделать помидоры. Как законсервировать помидоры. Томаты в собственном соку, томаты просто в маринаде. Огурцы в томатном соке пробовали законсервированные? Это очень вкусно. Знаете, ко мне в гости приходят разные люди. Многие из них считают себя гурманами, объездили весь мир, попробовали еду во многих ресторанах. Но когда они уходят, они говорят, а можно нам с собой баночку огурчиков? Кто-то говорит, нет, а мне баночку помидоров. А кто-то говорит, а мне баночку соленой вишни. Потому что бывает и такое. И варенье мы всегда готовим сами, хоть сейчас-то можно купить все готовое. И про то, как сделать домашнее мороженое, очень вкусное. Пирог мазурка. Есть у нас на канале в Ютубе торт Наполеон. Кто не любит торт Наполеон? Все готовят торт Наполеон. И очень многие его любят. Но я расскажу вам такие секреты, которые позволят вывести ваш торт Наполеон на новый уровень. Блюда, с которыми я познакомился уже будучи в зрелом возрасте, из книг, из общения с другими людьми. Например, фаршированная рыба по-еврейски. Гефилте фиш. Хорошо бы взять щуку, хорошо бы взять пару карпов, вытащить из них все кости, снять шкуру и зафаршировать. Пишут мне некоторые люди еврейской национальности. Говорят, Сталик, я приготовил по вашему рецепту. Здесь несколько блюд из еврейской кухни. Я приготовил по вашему рецепту. И, наконец-то, я получил тот вкус, который я помню еще от бабушки. Бабушкины руки так готовили. И по вашему рецепту у меня получилось точно так же. Но не только еврейская, но и арабская. Вот, например, хумус.
Французская кухня, то, что я очень люблю, суп раковый, биск. О том, как подать бульон, о том, как приготовить какие-то салаты. Вот корейский салат веча, корейский салат морковча, тот огурцы битые по-китайски, паштеты, рыба по-японски. Какие-то мои авторские рецепты. Пицца. А почему не пицца? Вот я не знаю, кто-то ходит там, покупает пиццу в магазине, в кафе. Попробуйте сами, от начала и до конца. Ведь процесс приготовления еды служит нам не только для того, чтобы мы поели, но еще и для того, чтобы мы правильно, очень хорошо провели время. Для того, чтобы мы научили наших детей чему-то хорошему. Слово «каша» любите? Вот я очень люблю. Поэтому приготовил рисовую кашу, которую не стыдно подать в любом ресторане. Я такую кашу на Пасху готовлю. Ставлю на стол. Это сказочно вкусно. Это сладкая десертная каша. Сказочно вкусная каша. Какие-то кондитерские изделия, тарт-татен, например. Известная французская штука такая, с яблоками. Мало у кого получается хорошо. Я вам скажу, даже я куда-то захожу в рестораны, в кафе, в Париже пробую, и понимаю, что не у всех так хорошо, как может получиться у нас. Ну и во всех остальных моих книгах написано про плов. А в этой книге написано только про один плов, но зато про тот, которым угощали последнего бухарского эмира Сеида Алимхана. Попробуйте такой плов, и другие кушать не захотите. А если вы хотите купить такую книгу, то вам надо отправиться на мой сайт stalik.ru. Там расположен мой интернет-магазин. Там можно купить все мои книги. Можно купить их с автографом для поздравления, в качестве подарка друзьям, знакомым, родным, себе любимому, почему бы и нет. И вам книгу отправят в любой город России, в большинство стран СНГ и в любой город, докуда дойдет почта из ближайшего Подмосковья. Это был Сталик Ханкишиев с благодарностью к вам, с пожеланием большого кулинарного счастья. Желаю больших успехов.